Всем привет! Сегодня мы начинаем собирать потолок вот в этой пока еще неприглядной комнате. Сама комната небольшая по размеру, а высота у нее 2,90. Есть вот такой ригель, и это всегда проблема для дизайнеров, потому что его нужно прятать, поэтому потолок будет в несколько уровней. По плану у нас обшивка ригелей, прямые короба и ниша для штор возле окна. Это новострой. И уже была попытка сделать здесь белый вариант, но эти работы были вовремя остановлены. Дело даже не в том, что эти уголки кривые, а в том, что они занимают место. А нам для того, чтобы обшить все по минимуму и сделать правильную геометрию, нужен чистый бетон. Поэтому сбиваем все лишнее без сожаления. В общем, просто колотим молотком по краю ригеля. Не уголка, а именно ригеля. И все это само отваливается. Таким образом очищаем бетон до основания. Делаем разметку с минимальным отступом от ригеля, параллельно длинной стене. Собираем каркас, выравниваем его и обшиваем гипсокартоном. Одна сторона готова, а низ мы будем обшивать в самом конце. Теперь под 90 градусов к этому гипсокартону нужно обшить свободный ригель с двух сторон. Чтобы не расширять всю конструкцию, собираем периметр из направляющих профилей на минимально возможном расстоянии от бетона. Вертикальные перемычки из CD-шек ставим на расстоянии 40 см друг от друга. Засверливаем подвесы и выравниваем перемычки, так же как это делается с потолочными профилями. Такой же каркас нам нужно собрать с другой стороны. Именно в этой части комнаты к обшивке ригеля у нас добавятся прямые короба по кругу и нулевой уровень из гипсокартона. Раз уж мы оказались с этой стороны, то сделаем разметку сразу для всех потолочных конструкций. Высота для горизонтального уровня у нас рассчитана из высоты багета плюс высота гипсокартонного нулевого потолка по центру. Для того, чтобы в одиночку отбить линии по потолку, можно использовать вот такое простецкое приспособление. Это небольшой отрезок направляющего профиля с двумя саморезами. Прикручивается на стену по нужному уровню. Через саморезы перекидывается малярный шнур для отбивки линий. Сделали разметку для настенных и потолочных периметров. И теперь можно присверливать профиля. Обычно мы за раз присверливаем все, что можно, но во многих домах есть тихий час. Долбить нельзя, поэтому сделаем что-нибудь бесшумное. Например, одну сторону потолочного короба. Короба из гипсокартона лучше всего собирать на полноценном каркасе. Каркас может быть стандартный и вшитый. Ссылку с описанием этих двух способов оставлю под видео. Итак, тихий час закончился, и мы насверлили оставшееся железо. Для того, чтобы докрутить настенный периметр, нужно закончить ригель. Каркас уже есть. Устанавливаем подвесы и зашиваем гипсокартон. Готово. Теперь у нас остается чистая сборка. Нам надо сделать еще 3 бортика и зашить короба гипсокартоном снизу. Монтаж бортика – дело нехитрое. Иногда больших расчетов требует расположение нижних CD-шек. Особенно если у вас указано точное расположение светильников, и его надо совместить с разбежкой и стыковкой гипсокартона. Обычно мы стараемся сохранить общее направление листов и сделать минимум стыковок не заводскими краями. Зашили короба гипсокартоном снизу. В общем-то, все получилось как надо. На этом потолке у нас всего 3 незаводских стыковки.
общей длиной 1,20 м. Мы эти швы без труда прокатаем роликами по нашей технологии и проклеим лентой за подлицо с поверхностью. Итак, нам осталось сделать нулевой уровень по центру потолка. Здесь все стандартное и не вызывает никаких трудностей. Направляющие профиля по периметру, в них вставляются потолочные профиля, CD-шки, потом подвесы, выравнивание и обшивка гипсокартоном. Для выравнивания каркаса мы обычно используем специальную нить. Зашили нулевой уровень, и потолок на большей части комнаты готов. У нас остается еще одна его часть за ригелем, там где у нас будет ниша для штор. Ну а с этой стороны все выглядит строго и лаконично. Прямые короба по периметру – это достаточно распространенный дизайн. Итак, приступаем ко второй части потолка. Чтобы скрыть массивность ригеля, уровень этого потолка будет на одной высоте с коробами за ригелем. Донышко в нише для штор тоже будет закрыто гипсокартоном. Делаем по лазеру горизонтальную разметку и отбиваем линии цветным шнуром. Разметку делаем не только по стенам, но и на потолке для шторной ниши. Стандартная ширина этой ниши, то что чаще всего встречается в чертежах, это 20 сантиметров. 20 сантиметров не от ригеля, а от стены, на которой висит радиатор отопления. Разметка готова, можно прикручивать железо. Здесь мы присверлили и прикрутили сразу все профиля, согласно выбранной очередности сборки. Направляющий профиль, который является периметром донышка в нише, присверливается тоже на этом этапе, потому что потом к нему доступа не будет. Собирать нишу, у которой есть боковые стенки, можно разными способами. В нашем случае сначала собираются короткие боковые стороны, потом между ними вкручивается длинный бортик. Длинный бортик этой ниши мы соберем по принципу вшитого каркаса. Это способ, при котором сначала прикручивается гипсокартон с запасом по высоте, потом устанавливаются перемычки и прикручивается нижний профиль, затем лишнее срезается. Вот так бортик выглядит в собранном виде. И это полноценный каркас. Осталось собрать донышко в этом ограниченном пространстве. Один профиль мы присверлили заранее. Для второго профиля мы также делаем разметку и отбиваем линию. Профиль мы устанавливаем изнутри, а саморезы вкручиваем снаружи. Затем устанавливаем перемычки из CD-шек. Зашиваем донышко ниши гипсокартоном. Если есть возможность, то лучше сделать это одним куском. С нишей для штор закончили. Теперь нужно собрать каркас для основного потолка. Профиля здесь будут тоже расположены через 40 см, но с учетом расположения светильников. С расположением CD-шек тоже пришлось немножко поиграться. Из-за светильников и модуля 1,20 м под ширину листа. Но в конце концов все расставилось как надо. Из-за высоты уровня вместо подвеса пришлось использовать уголки из направляющего профиля. Готовый каркас обшиваем гипсокартоном и заканчиваем вторую часть потолка. Ригель возле окна будет штукатуриться. Отверстия под встроенные светильники нам вырезать не нужно, это сделают сами электрики. Нам осталось обшить нижнюю часть ригелей. Для этого нужно их загрунтовать, потому что середина полосок будет клеиться, а края прикручиваться к профилю. Здесь удобнее использовать небольшие куски по 2,50 м, а короткие по 1,20 м, для того чтобы были стыки с заводскими краями под заделку лентой. Возле стен та же схема,
То есть внутри будет гипсокартон клеиться на монтажный клей, а снаружи прикручиваться на саморезы. А это обшитые ригеля и начало отделки. Как видите, вертикальную колонну мы тоже обернули гипсокартоном. Вокруг окна уже сделаны откосы. Вообще уголки установлены везде, где это нужно. Тут у Унитеха тоже есть своя технология по утапливанию уголков за подлицо с поверхностью гипсокартона. В этот же первоначальный этап отделки саморезы закрываются смесью, а швы запечатываются бумажной лентой. Сейчас камера немножко развернется, и вы увидите, что в дополнение к той бетонной колонне, что мы обшили гипсокартоном, появилась еще одна декоративная. Так нужно было по дизайну. Отделочные работы продолжаются, и помещение с каждым днем приобретает все более привлекательный вид. Поверхность гипсокартона прошли финишной пастой Насдир. Это почти финишное покрытие перед покраской. Больше слоев здесь не будет. И установка уголков, и заглубление торцевых швов ручной прокаткой – все это относится к технологии улучшенной отделки, запатентованной Унитехом. Перед покраской, согласно дизайнерской схеме, были наклеены багеты, а их здесь немало, несколько десятков метров. И они тоже нуждаются в некоторой шлифовке. В конце концов, после покраски, получился вот такой симпатичный потолок. Отверстия под светильники уже есть, а самих светильников еще нет, но это не страшно. Общий вид уже и так понятен. Сама комната высокая и светлая. Есть такое ощущение простора, хотя по площади она небольшая. Для покраски использованы два цвета. Они хорошо подобраны и выглядят красиво. А наш сюжет подошел к концу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видео.